тот день стояла теплая, но пасмурная погода. Осень вступила в свои права. На асфальте лежали рыжие и багряные листья. Ветер гонял их по двору, играя будто шалун в поисках приключений. Трое мальчишек, возвращающихся со школы, шли неторопливо, болтая и смеясь. Дима, Сашка и Тимур были неразлучны. Учились в одном классе, жили в одном дворе и мечтали об одном – приключениях. Они свернули на короткую тропинку между гаражами, чтобы сократить путь домой. Именно там, среди ржавых железных коробок, покосившихся бетонных плит и старого заросшего кустами колодца, и произошло то, что они запомнили на всю жизнь. Внезапно Сашка поднял руку, остановил друзей и сказал: «Тише, вы это слышали?» Все трое замерли. В тишине осеннего двора, чуть приглушенной порывами ветра, послышался еле различимый протяжный писк. Писк был жалобным, прерывающимся, будто кто-то звал на помощь. «Это точно котенок», — сказал Тимур, прислушиваясь. «Где-то там, за гаражами. Может, застрял где?» Мальчишки переглянулись. У них не было сомнений. Надо искать. Они начали двигаться в сторону звука. И через несколько мгновений их взгляды одновременно упали на старый бетонный колодец с металлической крышкой, которую давно кто-то сдвинул в сторону. Рядом валялась ржавая палка. Колодец был глубокий, с бетонными кольцами, обросшими мхом. И именно из его глубин доносился жалобный писк. Дима первым подошел ближе и заглянул внутрь. Глаза привыкали к темноте. Он резко отшатнулся. «Там внизу котенок! Он сидит на мокром дне, дрожит! Кто-то его туда выбросил!» Все трое ощутили, как в груди сжалось. «Надо его вытащить», — твердо сказал Сашка. «Но как?» Колодец был слишком глубоким, около 4 метров, если не больше. Лестницы не было. Дно влажное, земляное. Тимур побежал к ближайшему гаражу, надеясь найти веревку или хотя бы длинную доску. Дима остался у колодца, разговаривая с котенком, пытаясь его успокоить. «Держись, малыш, мы тебя не бросим». Прошло около 10 минут, прежде чем Тимур вернулся. В руках у него была старая бельевая веревка и ремень. Этого было мало, но лучше, чем ничего. Сашка связал все в один импровизированный трос. Он был самым легким из троих, и по их логике, именно он должен был спуститься. Остальные будут держать веревку. Они обвязали Сашку за талию, проверили все на прочность. «Готов?» — спросил Дима. «Готов», — кивнул Сашка и начал медленно опускаться внутрь. Стены колодца были скользкие, руки дрожали, но мысль о том, что маленькая жизнь внизу зависит от него, придавала сил. На дне было сыро, пахло плесенью и землей. Котенок сидел, прижавшись к холодному бетону, дрожал и смотрел большими испуганными глазами. Его шерсть была слипшая, грязная. Был крошечным, едва ли месяц от роду. Сашка протянул руки и осторожно поднял малыша. Котенок не сопротивлялся, только тихо заурчал, едва слышно, как будто чувствовал, теперь он в безопасности. Сверху мальчишки начали тянуть веревку. Медленно, осторожно. Крошечный спасенный комок был прижат к груди Сашки, будто самое ценное сокровище. Когда он выбрался на поверхность, друзья бросились обнимать его и котенка. «Он живой!» — воскликнул Тимур. «Смотри, как он дрожит! Надо срочно домой!» Они несли его вчетвером, по очереди заворачивая в шарф, прикладывая к груди, чтобы согреть. Дома у Сашки мама ахнула. «Где вы его нашли?» Мальчишки наперебой рассказывали о спасении. Она не стала ругаться, только кивнула и сказала: «Неси его сюда. Надо обмыть и накормить». Котенка назвали Лаки, потому что, несмотря на то, что его выбросили как мусор, он выжил. Повезло. Но главное, ему повезло, что в тот день по тропинке шли 3 неравнодушных мальчишек. Лаки остался жить у Сашки, за ним ухаживали всей компанией. Дима приносил корм, Тимур игрушки, а Сашка любовь. Котенок быстро пошел на поправку и через пару недель уже носился по дому, как пушистая молния. Но кое-что в нем осталось навсегда. Каждый раз, когда он слышал голос Сашки, он подбегал и начинал громко мурлыкать. А если кто-то подходил к колодцу, он шипел и прятался. Шли годы. Мальчишки выросли, но история с колодцем осталась в их сердцах навсегда. А Лаки стал символом их дружбы
и того, что добро – это поступок, сделанный вовремя. Ведь иногда нужно просто остановиться, прислушаться и понять, даже маленький писк может быть криком о помощи. И кто знает, может именно в этот момент решается чья-то судьба. Люди говорили, что слышали, как в тот день, когда мальчишки спасли котенка, за пару часов до них мимо колодца проходили взрослые. Кто-то останавливался, слушал, а потом шел дальше. У всех были дела. Вечером было слышно, как по району пронесся вой собаки, будто чувствовала беду. А на следующее утро в новостях сказали, что во дворе обнаружили еще 2 выброшенных котят, но они не выжили. Только Лаки, один-единственный. Единственный, кто дождался. Именно тех, кто услышал. И этот случай стал поворотной точкой в жизни Сашки. Он решил, что хочет стать ветеринаром, спасать тех, кто не может позвать на помощь словами. А Тимур с Димой – зоозащитниками. Позже они вместе создали приют. Назвали его просто «Лаки». В его логотипе была лапка с крошечной каплей на пальце. Символ того самого котенка, которого не бросили. Лаки постепенно становился неотъемлемой частью жизни Сашки и его друзей. Прошло